Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый, необыкновенно вкусный ореховый торт «Белочка». Торт буду делать бюджетным, без использования сливочного сыра, сливок, желатина. Торт готовится очень быстро и очень просто. Справится даже новичок. Приготовим основу для крема. 350 мл молока доводим до кипения. Здесь у меня 100 грамм сахара. 8 грамм ванильного сахара добавляем туда, 35 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваем. 150 миллилитров холодного молока. 2 яйца среднего размера, весом без скорлупы. Яйца и на бисквит, и на крем примерно по 50 грамм. Все это перемешала, иду сейчас на плиту, в горячее молоко, очень аккуратно, помешивая в центре ковшика, вливаю всю яичную смесь. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут вот такие характерные первые пузыри, провариваю примерно еще 20 секунд и снимаю с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где она у меня будет остывать, эта смесь. Ей нужно дать остыть до комнатной температуры. Итак, приготовим бисквит. 150 грамм муки, 7 грамм разрыхлителя и 70 грамм молотого фундука. Вместо фундука можно брать, конечно же, грецкий орех. И отставляю пока в сторону. Здесь 3 яйца комнатной температуры весом примерно по 50 грамм каждое яйцо без скорлупы, щепотка соли и 8 грамм ванильного сахара. Взбиваю сейчас до однородности и добавляю туда 140 грамм сахара порциями. После того, как я ввела весь сахар, я взбиваю эту массу примерно 3 минуты до такой пышности и побеления. — 75 миллилитров молока комнатной температуры и 75 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, ничего долго не взбиваю. Добавляю туда всю сухую смесь и просто перемешиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Форма здесь у меня 20 сантиметров в диаметре. Бисквит я буду выпекать 35 минут примерно при температуре 175 градусов без конвекции, режим вверх-вниз. Духовку не открываем во время выпечки. Итак, бисквит испекся, я ему даю сейчас полностью остыть до комнатной температуры и сразу же его можно доставать из формы. Этот бисквит очень неприхотливый, его сразу можно нарезать на коржи. Также его можно, конечно же, извлечь из формы, завернув в пищевую пленку. Поместить его можно в холодильник и хранить там примерно 2 дня или же пару недель в морозилке. Но чем свежее этот бисквит используется в торте, тем он лучше. Нарезать я его сейчас буду на 3 тонких коржа. То есть бисквит получился где-то 5 сантиметров в высоту. Кто не имеет большого опыта нарезания на такие тонкие коржи, лучше тогда все-таки брать увеличенную порцию, если кто новичок, и нарезать уже на 3 более таких высоких коржа, хотя бы по 1,5 сантиметра. В этом случае я просто советую увеличить порцию теста, делать ее не на 3 яйца, а на 4 яйца. И исходя из этого, соответственно, увеличить все другие ингредиенты. Рецепт на 4 яйца я оставлю вам в описании под видео. Шапочку я сейчас буду использовать для обсыпки тортика. Все здесь пойдет в дело. Складываю пока коржи в сторону. Они очень нежные, очень мягкие. И этот бисквит, в принципе, можно кушать как отдельный самостоятельный десерт. Итак, завершаю приготовление крема. Здесь 150 грамм размягченного сливочного масла и 120 грамм шоколадно-ореховой пасты Нутелла, либо же можно брать ее аналоги. Здесь взбивала примерно 2-3 минуты и по 2-3 столовые ложки добавляю туда остывшую до комнатной температуры, ни в коем случае не холодную,
заварную основу и прорабатываю миксером. По поводу шоколадной пасты сразу хочу сказать. Здесь я показываю самый элементарный вариант с нутеллой. Крем получается просто необыкновенно вкусным. Вы можете брать аналоги этой пасты. Продается множество аналогов без использования пальмового масла. Можно брать с подсолнечным маслом. Можете брать также пралине. Здесь все на ваше усмотрение. Крем взбиваем до той степени, чтобы все комочки от заварной основы, конечно же, разошлись. Но взбиваем недолго, иначе крахмал проваренный разжижится в креме. Взбила крем, делю его на 3 равные части. 2 части я буду использовать для начинки и 3-ю часть для украшения. Первым слоем в качестве основы торта я использую верх у бисквита, чтобы торт потом был более ровным. Пропитываю обычным молоком. Здесь примерно 60-70 мл молока у меня ушло на пропитку этого торта. Вы можете брать и сиропом пропитывать, но с молоком очень вкусно получается. Я наношу крем из кондитерского мешка на корж. Таким образом получаются 2 равные прослойки. Если же у вас нет кондитерских мешков, вы можете взять обычные пакеты для замораживания пищевых продуктов, срезать у них также уголок и отсадить крем на корж из этого пакета. Либо же просто шпателем наносите. Вы можете взвесить этот крем также на весах, и чтобы у вас была красивая прослойка. Коржи, видите, какие нежные здесь получаются. Они буквально тают во рту, несмотря на обилие орехов. Как я уже сказала, в коржах, конечно же, можно использовать и грецкие орехи. Все на ваше усмотрение. Что у вас есть под рукой. Арахис я использовать не советую, потому что арахис — это, во-первых, бобовые, это не орехи. И арахис дает очень доминирующий вкус, и уже это будет совершенно как бы не тот торт. Сейчас покрываю 2-м слоем крема. Не забываем пропитывать. Торт очень простой в приготовлении, но получается необыкновенно просто вкусным. Крем с нутеллой есть на моем канале, еще один аналог крема. Я вам ссылочку оставлю в описании. Тот крем более быстрый, но не такой бюджетный, получается посредством. Ссылку я оставлю вам в инфобоксе на тот рецепт крема также с нутеллой. Но этот крем получается просто нереально вкусным, не побоюсь этого слова. Сверху выкладываем тот корж, который был дном при выпекании, чтобы тортик был наиболее ровным. Цвет у этих коржей достаточно темный из-за того, что большое количество неочищенных орехов находится в тесте. Сейчас этот торт я убираю часа на 4 в холодильник. Когда у меня прошло это время, я измельчаю шапочку. Вы можете это делать в измельчителе, можете в пакете это делать. Все как вам нравится. Крем, который у меня оставался 1/3 крема для украшения, я также убирала в холодильник, и за час до использования я его опять достала и нагрела уже до комнатной температуры. Если же у вас в помещении очень холодно, вы можете 30 секунд импульсами его прогреть в микроволновке. Но там нужно будет очень аккуратно его греть, чтобы он не расслоился и чтобы он не стал у вас жидким. Поэтому лучше его достать где-то за час, за полтора заранее, чтобы он у вас нагрелся, этот крем. А так проблем нет никаких с ним. Он очень хорошо держит форму. Очень многие спрашивают именно про бисквит. Нужно ли обжаривать эти измельченные орехи или же измельчать именно обжаренные орехи? Нет, в данном рецепте идут не обжаренные измельченные орехи. Мукой это назвать нельзя, но это молотый такой грубого помола орех. В данном случае у меня фундук. Очень хорошо также можете использовать и грецкий орех. Торт после холодильника стабильный. Тортик этот очень неприхотливый. Он хорошо держит форму при транспортировке. Рецептов данного торта «Белочка» существует масса. Каждая хозяйка готовила по-своему. Здесь в данном видео я делюсь моим собственным рецептом этого торта, и я надеюсь, что этот рецепт очень многим понравится. Этот торт, по моему рецепту приготовленный, не оставляет равнодушными даже тех людей, которые не любят ореховые десерты. Обязательно советую попробовать его приготовить. Измельченной шапочкой от бисквита я украсила боковину торта. Здесь из насадки кондитерской 1М я отсаживаю вот такие розеточки. Кто не хочет украшать этим же кремом этот торт, я советую бисквит испечь
именно из расчета порции на 4 яйца. Я вам оставлю подробный рецепт на 4 яйца для бисквита в описании. И тогда разрезать на 4 коржа этот бисквит. И вот эту оставшуюся массу крема пустить уже в прослойку на 4-й корж. Украсила я 50 граммами измельченных орехов. В данном случае у меня обжаренный миндаль и фундук. 30 грамм темного шоколада я растопила в микроволновке и 1 чайную ложку добавляю туда подсолнечного масла без запаха. Все это просто перемешиваю и выкладываю в кондитерский мешок. Сейчас этой глазурью я покрою орехи. Орехи на торт я выложила намеренно. Я их не стала класть внутрь торта, чтобы они не отсырели. Сверху, покрытые шоколадной паутинкой, они очень долго не отсыревают, и в то же время они очень хорошо дополняют по вкусу сам тортик. Советую всем так сделать. Торт нарезается превосходно, он тает во рту, несмотря на то, что он ореховый. Торт получается очень нежным, пропитанным и мягким. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.